Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу поделиться с вами моим любимым узором, которым было связано множество пальто и кардиганов. Он очень легкий в исполнении и при этом создает потрясающий эффект благодаря его текстуре. Этот узор чем-то напоминает соты и выполняется похоже, но выглядит немножечко иначе. С этим узором справится даже начинающий мастер с минимальным опытом вязания. А если вы хотите связать кардиган с этим узором, я подготовила пошаговый мастер-класс в PDF-формате с полным описанием изделия, всеми расчетами от размеров XS до 2XL и схемами. Ссылочку вы найдете в описании под этим видео. А сейчас давайте просто рассмотрим этот рисунок. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Если же вы вяжете изделие от горловины, он выглядит точно таким же образом. Изнаночная сторона его смотрится вот так. Ее, кстати, тоже можно использовать в элементах декора. Я лично использую изнаночную сторону этого узора при вязании каймы по низу изделия. Далее переходит в лицевую гладь и кое-где я вставляю вот такие полосочки. Выглядит потрясающе и очень похоже изделие на брендовые вещи. Раппорт данного узора составляет 4 петли в ширину и 12 рядов в высоту, что делает его идеальным для вязания изделий от горловины с азиатским ростком. Вместе с вами я провяжу 3 повторения, 3 раппорта этого узора, поэтому я набрала 14 петель, 12 это 3 раппорта узора и 2 кромочные петли. Набирала петли я обычным способом длинный хвост. Переворачиваю изнаночной стороной ко мне и начинаю вязать установочный ряд. В первом ряду кромочную я провязываю. Далее формирую сам узор. 1 лицевая петля, 2 изнаночные, далее идет 2 лицевые, 2 изнаночные. И таким образом я повторяю до конца ряда, провязывая необходимое количество мне петель. Вот я дохожу до конца ряда, 2 изнаночные провязала, заканчиваю ряд лицевой, точно так, как и начинала. Последнюю кромочную я также провязываю. Первый ряд узора и начинаю вязать сам узор. Первый ряд, если это начало изделия, я, как правило, начинаю вязать с 3-го ряда, чтобы вот здесь у среза не было никаких утолщений и стягивания. Поэтому вместе с вами я также провяжу образец, начиная с 3-го ряда. Далее я буду вязать полностью по схеме, начиная с 1 по 12 ряд повторения. Итак, первая петля, я ее просто переснимаю. Все петли в этом ряду я провязываю лицевыми. 4, 5, 6. Дохожу до конца ряда, кромочную провязываю лицевой скрещенной. Переворачиваю работу изнаночной стороной ко мне и провязываю 4-й ряд точно так, как вязала установочный. Кромочную я переснимаю. Далее 1 лицевая петля, 2 изнаночные, 2 лицевые петли, 2 изнаночные. И чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные, я довязываю до конца ряда. Последняя петля у меня лицевая, точно так, как и в начале ряда. Последняя кромочная, я ее провязываю изнаночной скрещенной.
Далее пятый ряд. В пятом ряду я провязываю все петли лицевыми. Шестой ряд провязывается полностью изнаночными петлями при поворотном вязании. Если же вы вяжете по кругу, вяжется этот узор точно так же. Единственное отличие, что все петли в четных рядах лицевые меняются на изнаночные и наоборот. Итак, я закончила вязать шестой ряд. В седьмом ряду я буду делать перекрещивание петель. Первую кромочную переснимаю, и первое перекрещивание у меня идет вправо. Нить перед работой, первую петлю переснимаю, вторую провязываю лицевой, за работой подхватываю, переношу на левую спицу не провязанную петлю, а перед работой провязанную. И провязываю с левой спицы вторую петлю. Следующее перекрещивание у меня идет влево. Я за работой подхватываю вторую петлю и провязываю ее лицевой. Не сбрасывая петли со спицы, возвращаюсь к первой петле и провязываю ее также лицевой. Затем сбрасываю обе эти петли. Следующее перекрещивание вправо. Нить перед работой. Первую петлю переношу на правую спицу, не провязывая. Вторую петлю провязываю. За работой подхватываю и переношу на левую спицу первую петлю. Нить возвращаю и провязываю ее лицевой. Следующее перекрещивание влево. За работой провязываю вторую петлю, затем первую. И обе петли сбрасываю с левой спицы. Далее вправо. Вторую провязываю, за работой подхватываю, возвращаю первую петлю и провязываю ее лицевой. И последнее перекрещивание в моем случае. Провязываю вторую петлю за работой, затем первую. И обе петли сбрасываю. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Переворачиваю работу изнаночной стороной ко мне и буду провязывать 8 ряд. Узор этот формируется в шахматном порядке, поэтому если я первый раз начинала провязывать с лицевой петли, значит здесь я буду провязывать с изнаночной петли. Кромочную переснимаю, провязываю первую изнаночную петлю, далее 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые. И провязываю резинкой 2 на 2 до конца ряда, чередуя 2 изнаночные, 2 лицевые петли. Ряд при поворотном вязании всегда заканчивается той петлей, которой вы начинали. В моем случае это изнаночная петля и кромочная. 9 ряд. Кромочную переснимаю и все петли провязываю лицевыми. Переворачиваю работу изнаночной стороной ко мне и буду вязать 10 ряд. В 10 ряду я буду провязывать все петли резинкой 2 на 2, но начинаю с изнаночной петли. Кромочную переснимаю, провязываю 1 изнаночную, далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так вяжу до конца ряда. Заканчиваю ряд точно так, как и начинала, изнаночной петлей. Переворачиваю работу и провязываю 11 ряд. В 11 ряду у меня все петли будут провязываться лицевыми. Переворачиваю работу и буду вязать 12 ряд, в котором все петли при поворотном вязании провязываются изнаночными.
Так как я не провязывала первый ряд в начале, я его провяжу сейчас вместе с вами. Кромочную я переснимаю, и первое перекрещивание у меня будет влево. Его очень легко определить, какое первое перекрещивание. У нас 2 петли, получается, провязаны лицевой гладью, а 2 петли платочным узором. И вот лицевая одна петля должна уйти на платочный узор вправо, а вторая петля влево. Я смотрю по своему узору. Вот у меня 2 лицевые петли. То есть вот эта должна уйти вправо. Значит, вот эта первая должна уйти влево. После того, как я пересняла кромочную, я делаю перекрещивание влево. Точно таким способом, как вам показывала. За работой провязываю вторую лицевую, не сбрасывая петли со спицы. Возвращаюсь к первой петле и провязываю ее лицевой. Затем сбрасываю обе эти петли. Далее выполняю перекрещивание вправо. Нить перед работой, первую петлю просто переснимаю, вторую провязываю лицевой. За работой возвращаю на левую спицу не провязанную петлю, а перед работой на правую спицу петлю, которая была уже провязана. Таким образом я выполнила перекрещивание и сейчас провязываю оставшуюся петлю. Следующее перекрещивание влево. Провязываю вторую за работой петлю, потом первую. Следующее перекрещивание вправо. Переснимаю первую, а вторую провязываю. Затем меняю их местами и провязываю вторую петлю. Следующее перекрещивание влево. Я провязываю за работой вторую петлю, затем первую и обе петли сбрасываю. Последнее перекрещивание у меня вправо. Нить перед работой, первую петлю перенесла, вторую провязала. Поменяю сейчас их местами вот таким вот образом. Нить возвращаю на рабочее положение и провязываю последнюю петлю ряда. Заканчиваю его кромочной петлей. Вот так формируется этот узор. И для чистоты показа я провяжу еще второй ряд вместе с вами. Если предыдущий ряд я начинала изнаночной петлей, следовательно, сейчас я буду начинать этот ряд лицевой. Кромочную переснимаю, лицевая, 2 изнаночные. Оно, когда полотно большое, оно видно по изнаночной стороне, вот они как бы внутри находятся, эти петли, которые нужно провязывать изнаночные. А те, которые нужно провязывать лицевыми, они находятся ближе ко мне. Если вот так посмотреть на спицы, видно, что вот эти 2 петли находятся ближе ко мне, следовательно, я их провязываю лицевыми. А вот эти дальше находятся от меня, я их буду провязывать изнаночными. Итак, 2 лицевые, 2 изнаночные и повторяю. 2 лицевые петли, 2 изнаночные. Ряд заканчиваю лицевой петлей точно так, как и начинала. И последняя петля у меня кромочная. Вот так формируется этот рисунок. Как видите, вязание он очень легкий, очень простой и достаточно быстрый. А учитывая то, что пальто и теплые кардиганы мы вяжем из достаточно толстой пряжи, толстыми спицами, то в принципе за неделю реально выполнить длинный красивый кардиган. Всем приятного вязания и до встречи на канале!